обзор комплекта материнской платы Huanan X79 и серверного процессора Xeon i5-2690. Тест в играх 2. Комплект состоит из платы, процессора и оперативной памяти. Материнская плата построена на сокете LJ2011. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков. Оперативная память DDR3 32 ГБ. Полный обзор и тест в рендере комплекта можно посмотреть по ссылке выше. Технические характеристики. Игра Shade of Tomb Raider. Настройки игры были выставлены под DirectX 12, разрешение Full HD, сглаживание было выставлено 4X, прочие настройки о качестве текстур, качество теней, детализация и Pure Hair были выставлены на высокие и на максимальные настройки. Тест производительности. В игру встроен бенчмарк с игровыми сценами, в которых задействованы максимально тени, графика, текстуры и прочие элементы. И здесь, соответственно, можно увидеть загрузку. Средний фреймрейт в этих сценах был в районе 34-35 кадров. И это низко, но это означает о том, что видеокарта в данном случае была загружена под 100%. Соответственно, процессор не был загружен. Тестирование в игре. Игра оказалась очень динамичной, сцены были продуманы, локации, сужения, то есть все было максимально выстроено в ключе линейного прохождения. Глюков, тормозов и фризов замечено не было. Игра очень понравилась. Игра Ghost Recon Wildlands. Настройки. Настройки в игре были выставлены на максимальные параметры. Это уровень детализации, качество текстур, сглаживание, блики, размытие движения, дальние тени. В игре есть встроенный бенчмарк. Он прекрасно показывает о том, что процессор загружен всего лишь на 20%, а видеокарта загружена на 99-98%. Тестирование в игре. Игра оказалась очень динамичной, так как вы играете в команде спецнаемников, и у каждого члена вашей команды есть определенная способность. Эти способности вы можете использовать для прохождения спецопераций. Вы можете планировать заранее пути прохода, прикрытия или совместные атаки на врагов. Игра Assassin's Creed Odyssey. Настройки. Игра была настроена под разрешение Full HD 1920 с максимальной детализацией текстур, с максимальными тенями, водой и глубиной резкости. В игре встроен бенчмарк, который за всю свою работу показал в среднем от 35 до 40 кадров. Без каких-то сильных лагов, просадок, стабильные 40 кадров. Тестирование в игре. Игра оказалась очень техничной, на комбинации, на различные фишки, какие-то удары, использование специальных возможностей персонажа и их постепенном прокачивании. Игра Star Wars Battlefront 2. Настройки. Настройки в игре были выставлены также под разрешение Full HD 1920. Все абсолютно настройки качества теней, качества эффектов, постобработки и прочего были выставлены на максимальном разрешении. Игра оказалась очень динамичной, одной из самых динамичных, и показала отличную оптимизацию на больших локациях. Средний фреймрейт составлял 75-80 кадров. Внутри каких-то закрытых помещений около 90-100 кадров. Игра сетевая и отлично оптимизирована. Но посмотрите сами. Игра Grand Theft Auto 5. Игра не новая, но достаточно требовательная.
Настройки были выставлены под DirectX 12 с разрешением Full HD, с увеличенным расстоянием прорисовки. В игре есть встроенный бенчмарк, который стабильно показывал в районе 75-85 кадров, без каких-то либо просадок, лагов и глюков. Все стабильно. Опять игра упирается в видеокарту и ни капельки не в процессор. Тестирование в игре. В данной игре есть открытый мир, он называется GTA Online. Здесь можно прокачивать персонажа, покупать различные автомобили, здания, сооружения, бизнесы, получать с этого какие-то деньги, иметь определенные миссии каждый день, вступать в компании, в совместные, проводить какие-то операции, там, не знаю, ограбления, на выполнение различных заданий. Ну, то есть очень динамичный мир. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.